Вас приветствует видео без лишних слов. И сегодня будет не салонное наращивание. А что это такое, вы скоро узнаете. Сегодня я работаю с этими ручками. И это не простые руки, ведь ими моя клиентка вытворяет чудеса в сфере кулинарии. Да, сегодняшнее наращивание будет для повара. Работа, которую я сейчас выполняю, оказалась для меня одна из самых сложных. И это абсолютно никак не зависит от формы или толщины ногтей. Здесь с ногтями проблем нет. Единственная проблема, с которой я столкнулась, это дрожащие руки. На видео, возможно, этого не видно, так как большинство моментов я вырезала. Сегодня конвейерный способ моей работы, не по одному пальцу, а так, как я действительно работаю. Сейчас я отодвигаю кутикулу, естественно, делаю это пушером. Кутикулу я не просто отодвигаю, а слегка приподнимаю. Работать начинаем всегда с мизинца. С мизинца, двигаясь в сторону большого пальца. Этот процесс выполняю сразу на всех ногтях. Задействованы все 10 пальчиков. На видео я вам показываю, естественно, только одну руку. В этом процессе нет ничего сложного, поэтому углубляться в подробности я не буду. Единственное, обратите внимание на синусы. Именно в этих местах зачастую бывают склейки. И если эту зону плохо проработать, в последующем будет тяжело выполнить чистый маникюр. И еще один нюанс. Не шкрябайте лопаткой по ногтю. Работаем только с кутикулой. Беру алмазную насадку пламя с красной насечкой. Работаю на форварде, насадку веду с правого синуса влево. Насадкой выполняю все те функции, которые зачастую делают топориком. И если вы уверены, что вы все ногти хорошо проработали лопаткой, работать с топориком не нужно, если в последующем вы будете переходить к аппарату. Это лишняя трата времени. К топорику можно прибегать в том случае, если вы работаете с размягчителем кожи, с ремувером. Работая на сухую, в топорике смысла нет. Сейчас я подсекаю кутикулу и зачищаю ноготь от птеригия. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, почему сейчас я не двигаюсь от мизинца в сторону большого пальца, а все делаю наоборот. Дело в том, что если дело касается не покрытия, двигаться можно в любую сторону, хоть от мизинца, хоть от большого пальца. А если вы покрываете базой или красите, или наращиваете гелем, тогда уже двигаемся от мизинца, потому что вероятность того, что вы влезете в ноготь, смажете что-то своим пальцем, в разы уменьшается, если вы работаете от мизинца по направлению к большому пальцу. Также хочу обратить внимание, когда я прорабатываю синусы, я не просто фиксирую палец клиента в руках. Своим большим пальчиком я оттягиваю кожу клиента, ведь при аппаратной обработке кожа должна быть в натяжке, а не в свободном болтании. И также я могу подробнее посмотреть, с чем я работаю. Переключив аппарат в режим реверса, я меняю захват, делаю верхний захват пальца. Это делается также для того, чтобы хорошо натянуть кожу клиента. Работая на реверсе, насадку веду от левого синуса к правому боковому валику. Движения короткие. Теперь, не меняя режим вашего аппарата, насадкой веду справа вверх. Таким образом разворачиваю кутикулу. Для удобства своей работы меняю захват пальца и продолжаю разворачивать кутикулу. Насадка стоит немного по диагонали. Подсекая кутикулу носиком насадки, щечкой разворачиваем ее. На следующем пальце начинаем все сначала. Делаем верхний захват, для того, чтобы своим пальцем было удобно оттянуть кожу клиента. Зачищаем ноготь от птеригия, ведем насадку от левого синуса к правому боковому валику. Ну а затем разворачиваем кутикулу. Дальше перехожу к обработке именно ногтевой пластины. Как видите, кутикулу я еще не срезала. Вначале зашлифую торец ногтя и поверхность ногтя, а уже после срежу кутикулу.
Это я делаю для того, чтобы пилочкой не зацепить и не поцарапать свежесрезанную кожу. И это не зависит от профессионализма мастера. Клиенты и их ручки бывают разные, у кого-то сосуды расположены поверхностно, поэтому лучше перестраховаться и кутикулу срезать позже. Углубляться в процесс зашлифовки я также не буду. Здесь тоже нет ничего тяжелого. Единственное, скажу основные моменты. В процессе зашлифовки необходимо снять лишь глянец с ногтя. Ноготь должен быть слегка шершавым. Перепиливать ногтевую пластину не нужно. От этого сцепка станет лишь хуже. Чем тоньше ноготь, тем хуже носится покрытие. Перед наращиванием необходимо зашлифовать торец ногтя. Здесь часто возникают вопросы, необходимо ли убирать длину полностью или ее можно оставить. Естественно, сильно длинные ногти оставлять не стоит, но и под корень убирать тоже нет смысла. Под корень убираем длину лишь в том случае, если ногти, например, вверх растущие, либо клюющие. И чтобы форму подставить корректно, только в таких случаях убираем длину под ноль. Здесь таких проблем нет, поэтому просто зашлифовываем. После того, как опил завершен, можно перейти и к срезу кутикулы. Я не знаю, видно ли вам, как дрожат руки клиента. Поверьте, это не от страха, это физиологическая особенность. Но в процессе среза кутикулы даже самое мельчайшее дрожание может привести к порезу. Каких-то необыкновенных дельных советов дать не могу, но по опыту работы могу сказать одно. Необходимо фиксировать плотно палец клиента, и также очень важно, чтобы рука клиента имела упор, так же как и ваши руки. Руки не должны телепаться в воздухе, ведь после перенапряжения даже у самого каменного начнется тремор. Вот в определенных моментах хорошо видно это дрожание. Не знаю, как вам, страшно ли смотреть на срез кутикулы дрожащих рук, но работать было, правда, страшновато. Хотя в порезе, если честно, нет ничего страшного, если вы умеете правильно обрабатывать порезы. Также небольшая особенность этих рук – это повышенная влажность, то есть гипергидроз. Во время работы ручка клиентки всегда была влажная, причем хорошо влажная. И для того, чтобы наращивание на влажных ногтях держалось прочно, ноготь нужно максимально иссушить. Поэтому ногти я обработала дегидратом. Это средство, которое временно удаляет влагу из ногтевой пластины. Промакиваю излишки влаги, именно промакиваю. Протирать ноготь не нужно, ведь вы сгладите зашлифованный ноготь. После салфетки хорошо бы пройтись щеткой, ведь иногда может оставаться либо ворсинки, либо кусочки бумажной салфетки. Если вы работаете с влажными ручками, то дегидратом нужно обработать несколько раз. Поэтому я вновь беру дегидратирующее средство, но уже во флакончике. И обильно покрываю каждый ноготок. Если средство попадет на кожу, ничего, это даже хорошо, ведь кожа-то тоже влажная. Дальше переходим к праймеру. Праймер должен быть кислотный. Запомните, на влажных руках праймер кислотный, а вот праймер не должен попадать на кожу. Несмотря на то, что ручки клиента склонны к гипергидрозу, то есть повышенной влажности, ногти здесь прочные, хотя зачастую в таких случаях ногти мягкие и гнущиеся. На прочные ногти беру жесткую базу, использую фирму Louis Philippe. Вспоминаем мою инструкцию, данную в начале видео, и начинаем работать с мизинца. Покрываем ногти базой. Покрытие происходит втирающими движениями. За счет того, что мы взяли широкую плоскую кисть, а не базу с кисточкой, покрытие можно делать плотно к коже и не бояться, что средство затечет на кожу. Нанести базу получается хорошим тонким слоем, без затеков. И теперь перейдем к несалонному наращиванию. Для такого наращивания я беру обычные бумажные формы. Для многих это уже давно забытый способ.
Что же такое несалонное наращивание? Возможно, многие из вас слышали о салонном наращивании. Это наращивание арочных ногтей, когда ногти красиво изогнуты. Но для повара длинные ногти – это уже достижение. А если это будут длинные ногти, хорошо изогнутые, то под ними будет скапливаться столько еды, что можно будет накрыть еще один новогодний стол. Этого допустить нельзя. Поэтому несалонное наращивание – это наращивание под натуральные ногти. Как будто свои, пусть широкие и плоские ногти просто отросли. Им всего лишь необходимо будет придать красивую аккуратную форму. В это время прикладываю форму к ногтю, не склеиваю, лишь слегка придерживаю у пальца. Ножничками делаю насечки в зоне вроста ногтя с одной и с другой стороны. Снимаю форму. Под этими насечками делаю углубление. Это углубление для боковых валиков, чтобы кожа не подымала и не сдвигала форму. Сделав такое углубление, удается плотно подставить форму под ноготь и не бояться, что форма сдвинется. И только теперь склеиваем форму. Важный момент при установке формы. Центральная полоска формы должна быть продолжением, но не центральной оси ногтя, а центральной оси пальца. Знаете, иногда бывает так, что ногти смотрят в разные стороны или прямо друг в друга. Я прикреплю картинку, что имею в виду. Так вот, это результат неправильного наращивания. Это не касается тех случаев, когда идет покрытие натуральных ногтей. А вот при наращивании, чтобы не совершить такую ошибку, форму необходимо подставлять правильно. Форму подставляем сразу на все 5 пальчиков и затем также на 5 ногтях сразу выкладываем гель. Набираю кистью гель и гель выкладываю на ту длину, которую хочет клиент, с запасом 2-3 мм. И уже от этой капли геля материал стягиваем к натуральному ногтю. Обязательно плотно заводим гель в усики, в зону вроста ногтя. Если здесь будет пробел, то ноготь сломается 100% очень быстро. Старайтесь выкладывать гель сразу по форме ногтя, чтобы избежать большого количества опила. Сушим ногти. И если всегда после этого процесса я поджимала ногти для того, чтобы они не были плоскими, сейчас я этого делать не буду. После просушки сразу снимаем бумажные формы. Снимать нужно аккуратно, чтобы не снять форму вместе с нарощенной длиной. Вначале отклеиваем крылышки, сплющиваем форму под ногтем и опускаем вниз. Продолжаю работать тем же моделирующим гелем. Для комфортной работы вязкость геля должна быть средняя. Сильно густым работать неудобно, ведь он не самовыравнивается. Жидким также неудобно, ведь он быстро затекает под кожу. Тонким слоем покрываем весь ноготок. И сейчас будет происходить процесс практически как выравнивание ногтей базой. То есть делаем тонкую мокрую подложку на ноготь, набираем объемную каплю геля, ну и делаем выравнивание. Если консистенция геля позволяет сделать вам выравнивание сразу на всех ногтях, точнее на 4, делайте так. Либо же делайте по очереди каждый ноготь. И я чередую. Вначале делаю выравнивание на одном пальце, отправляю сушиться в лампу, а в этот момент делаю выравнивание на другой руке. Чтобы помочь распределиться гелю, поверните пальчик.
Когда все 10 ноготков готовы, снимаем липкость и переходим к опилу. Так как во время наращивания я старалась сразу выложить гель по форме ногтя, опила здесь минимально. Корректируем форму торца, создаем нужную для нас форму. И зашлифовываем поверхность. В принципе, поверхность можно не шлифовать, ведь у меня получилось идеальное выравнивание. Но знаете, я люблю ногти прямо после опила. Тогда ноготь будет четкий, с ровными узенькими краями. Короче, все как я люблю. Даже после лучшего выравнивания я все равно произвожу опил. И если не пилить, то хотя бы зашлифовать поверхность. А дальше уже перейдем к дизайну. Беру гель-лак фирмы Born Pretty номер 097. Помимо натуральной формы ногтей и небольшой длины, клиентка попросила нежный, неброский и аккуратный дизайн. Этот гель-лак идеально подойдет. Он с небольшим вкраплением блесток, но имеет нежный цвет. В один слой этот пастельный цвет немного жидковат, поэтому я буду делать 2 слоя. Кстати, ноготь среднего и безымянного пальца я покрываю не полностью. Делаю отступ от кутикулы приблизительно в 4-5 мм. А вторым слоем гель-лака ноготь плотно перекрыт. И это несмотря на то, что ноготь нарощен прозрачным гелем, не камуфлирующим. То есть прозрачную подложку гель-лак перекрывает в 2 тонких слоя. На ногте безымянного и среднего пальца под кутикулой я рисую бронзовую лунку. Далее я просматриваю пару вариантов дизайнов, которые подобрала клиентка. Рисунок был выбран один, но на картинке он был объемным, а клиентка попросила меня сделать так, чтобы ногти были идеально гладкие и нигде ничего не цеплялось. Для того, чтобы рисунок был гладкий и четкий, ноготь должен быть тоже гладкий, без шершавостей, поэтому ногти я покрываю глянцевым топом. А дальше хочу попросить понять меня и простить. Создание рисунка я не записывала, и надеюсь, вы понимаете почему. Срезать кутикулу на камеру на дрожащих руках я еще смогла, а сделать миниатюрный рисунок я все же решила не на камеру. Поэтому теперь просто смотрим результат. Напишите в комментариях, а попадались ли вам необычные случаи в вашей маникюрной работе? Как вы с этим справлялись? На этом все. Спасибо за просмотр. Поздравляю вас всех с наступающими и наступившими новогодними праздниками. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.